моя собственная проблема, потому что всю жизнь не был лысый. А готов ли ты носить вот эти вот кучеряшки на голове? У меня аллопеция, но я об этом не знаю. Я вот сделала мезо. Для чего нам нужна трихоскопия? Женщин, у которых тут как будто бы грязные. Смотришь по цифрам, что в дисбалансе. Как вообще проходит женская пересадка волос? Как можно лечить волосы? Репейник, лошадиная никотиновая кислота. Или была у трихолога, порекомендовали использовать миноксидил. Более 35 средств, препаратов. Страшно делать пересадку, проще, знаешь, как будто бы либо как-то прикрыть. Ты можешь менять свой стиль как угодно, что угодно. Да. Технически можно пересадить волосы откуда угодно. С заканчиванием стресса должны перестать выпадать волосы. Делать пересадку волос за несколько часов, без сбривания. Да. Или что, я побреюсь на лысо и все? Нет. И манипулируют женщинами. Тебе нравится, кстати, лысый мужчина? Это первое, что я бы рекомендовал делать именно в женских случаях. Тех мужчин, которые долго носят длинные волосы. Моя же задача как раз-таки развеивать мифы. Разберем сегодня твои вопросы, которые у тебя множество, наверное. Слушай, почему я вообще к тебе пришла? Меня очень интересует вопрос женской пересадки волос. Дело в том, что я столкнулась с некоторыми проблемами, и вопросы, которые у меня возникли, я хочу тебе задать. Давай. Я, наверное, сделаю сразу такое уточнение. Мы не обсуждали то, какие будут вопросы. То есть я специально сказал тебе, чтобы ты их накопила, и мы с тобой сядем просто, вот как человек, который абсолютно ничего не понимает в пересадке волос, может быть, в лечении частично, что ты что-то знаешь. Я поделюсь своими знаниями и попробуем, если нужно, помочь или дать тебе ту информацию, которая может также помочь. Ого! Извините, на секундочку, вопросов там много. Соответственно, первый вопрос. Вот что мне делать? Вот я заметила, у меня выпадают волосы. Что мне делать? Но нужно ли изначально разобраться, как они выпадают? То есть у тебя это сейчас начало происходить или это уже происходит какой-то промежуток времени? Когда началось вот это выпадение? Например, все, кто приходит ко мне на консультации, я первые минут 10 задаю очень много вопросов, чтобы понять, собрать какую-то общую информацию. Я называю это базис для меня самого, чтобы я понимал, от чего можно отталкиваться. Потому что тоже нужно разделять женскую аллопецию, например, женская потеря волос, и мужскую потеря волос. То, что волосы выпадают, это, в принципе, нормальное явление. То есть каждый день мы теряем волосы, но беда, что называется, и проблема появляется, когда они не восстанавливаются. И тут нужно выяснять, на каком промежутке времени все это происходит. То есть если есть какие-то проблемы, чаще всего это андроген и генетика, это гормональные изменения, вот то, что очень сильно выражено у женщин, у мужчин, как правило, у мужчин это все сводится обычно к дигидротестостерону, и дигидротестостерон влияет на другие гормоны. У женщин из-за того, что у вас по-другому устроен организм, у вас это может проявляться и, в общем-то, ежемесячно, и в определенные периоды времени, например, осенью, весной, то есть больше отражаться. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Если, например, рассматривать твой конкретный случай, ты это заметила, то есть, во-первых, как много волос выпадает? У меня всегда выпадают волосы, понятное дело, просто последние, наверное... Заметно для тебя, что ты думаешь, что это слишком много? Мне показалось подозрительным, когда у меня начинали прям, не то чтобы прядки, но они прям несколько волосинок, растущих рядом друг с другом, я прям протягиваю, и они когда я голову мою, и прям много волос стало. То есть, если раньше я там собирала, допустим, после помывки головы, было какое-то количество, сейчас я прям ощутимо понимаю, что их стало гораздо больше на протяжении последнего полугода. Полгода. А в течение этого полугода есть ли какая-то тоже разница динамики? Или плюс-минус всегда одинаково выпадают? Нет. Знаешь, как-то сильно, как-то не очень сильно. Можешь ли ты сама приблизительно проанализировать, в какие моменты больше, какие меньше? Может быть, от сезонности, может быть, от образа жизни, может быть, от стрессов, может быть, какие-то есть... я не знаю, какой твой еще профиль по здоровью, потому что я тоже обычно спрашиваю в консультации. Может быть, что-то со здоровьем было связано? Слушай, во-первых, стрессовый у меня там период жизни такой, что очень много стрессую. Поэтому я в целом у себя в голове приурочила это к тому, что это может быть из-за стресса. Но тоже стресс-то когда-то заканчивается, соответственно, ожидание, что вместе с заканчиванием стресса должны перестать выпадать волосы. Да, но нужно еще понимать, что когда у тебя стресс, волосы начинают выпадать не мгновенно. То есть обычно стресс,
это я как бы отталкиваюсь от моих наблюдений. Наблюдаю людей очень долго уже, на протяжении 4 или уже почти 5 лет. До этого моя собственная проблема, потому что всю жизнь я был лысый. Сейчас каждый день у меня консультации, я смотрю кучу голов. И вот то, что я тебе говорю, это базис на моих наблюдениях. И стресс, он проявляется с задержкой определенной, где-то 3-4 месяца. Ну, в среднем это где-то 3-4 месяца. Это может быть больше, кто-то будет спорить, говорить, я не буду претендовать, это вот мои наблюдения. 3-4 месяца – это средний период, когда мы визуально можем увидеть, скажем так, отражение именно на фоне стресса. Поэтому если у тебя какой-то сильный стресс, и это не стресс там типа, ой, не знаю, какую помаду выбрать, но я утрирую, да, это вот что-то реально, что влияет на твой организм, и твой организм триггерит на коже, на ногтях и на волосах. То есть это нет какого-то специального стресса, который стресс под волосы. Это отражается на твоем здоровье. Чаще это может даже отражаться на твоем ЖКТ, желудочно-кишечном тракте. Ферменты оказывают влияние на волосы. Точно такая же похожая ситуация с гормональными, но особенно гормональные. Это щитовидка, и это, в свою очередь, отражается на волосах. Я поняла. Ну, то есть я правильно понимаю, что если я вот пошла, сдала там анализы на гормоны, у меня все хорошо с гормонами, то есть мы дальше исследуем, какие еще могут быть причины выпадения. Да, очень хорошие ты подметила. Чаще всего у мужчин, например, я отправляю сдавать анализы. Ну, точнее, опять-таки, у мужчин разные ситуации. У кого-то, например, есть андрогенный профиль. Андрогены действуют очень сильно. У кого-то генетика. Чаще всего трихологи говорят, андрогенетическая аллопеция. Я всегда разделяю отдельно на андрогены и генетика. Генетика – это определенные, похожесть на наших, я не знаю, предков. Генетика может показывать, например, твою предрасположенность и показывать динамику, насколько это сильно может развиваться. А вот андрогены, смотришь по цифрам, что в дисбалансе. Все правильно ты говоришь, нужно сдавать анализы, причем, вот, например, мужчины смотрят на андроген, так как самое сильное воздействие это андрогены, на дигидротестостерон. Дигидротестостерон влияет очень сильно как раз-таки на фолликулы, они миниатюризируются волосы и затем выпадают. У женщин этот фактор тоже может быть, но он выражен немного по-другому. То есть это не самое, то есть если у мужчин это самая популярная проблема, то у женщин это где-то 20-30%, вот проблема с андрогенами. В течение нескольких лет я собирал информацию о том, как можно лечить волосы, и это не только финастерид и не только миноксидил. Напомню о том, что миноксидил не лечит волосы, его можно принимать, причем для определенных конкретных целей. Итого за 5 лет я сделал классификацию средств с принципами работы каждого, процента эффективности, побочек и многих других данных, для того, чтобы вы не теряли время и могли сами под каждый свой конкретный случай понять, что вам может подойти и эффективно воздействовать на ваши волосы. Итого я сделал 2 классификации. Первый файл – около 20 препаратов и средств, которые работают под каждый конкретный случай. И большая энциклопедия, которую я сам постоянно дополняю. На данный момент в ней более 35 средств, препаратов и процедур, которые помогут сберечь волосы и продлить их жизнь. Эти файлы можно приобрести через Telegram-бот. Все для того, чтобы вы не теряли свое время и восстанавливали волосы, насколько это возможно. Миноксидил, фин, дута – это не единственные средства, которыми можно восстанавливать волосы. Нужно сдавать анализы. Но у женщин это все более комплексно. И если, например, у мужчин, еще раз, я вижу, что есть определенные признаки того, что он теряет волосы именно из-за андрогенов, я его отправляю чаще. У меня есть сокращенные анализы, есть полные анализы. Полные анализы, они обычно дорогие, и женщина точно, скорее всего, сдаст. Ну, большинство женщин. Мужчины дорого, я не буду сдавать, потому я им даю как бы сокращенные, хотя бы это, чтобы было от чего отталкиваться. У женщин, почему я вот это все подвожу? Потому что у женщин более все комплексно, и тут лучше сдавать и на гормоны, и на микроэлементы. Есть определенные микроэлементы, которые также очень сильно влияют на твои конкретные волосы. И еще эти микроэлементы также у тебя каждый месяц, в течение месяца могут изменяться. И тут важно, если не восстанавливается, то все хорошо, но если у тебя что-то не восстанавливается, в этом уже появляется проблема. Если это не восстанавливается в течение какого-то промежутка времени, то это может оказывать влияние на волос. Поэтому это первое, что я бы рекомендовал делать именно в женских случаях. Вот скажи, а я вот там была на разные, там подписана в Инстаграме странички трихологов и так далее, вот это вот фотография головы, то есть вот девушка приходит, и ей делают фото ее
Трихоскопия. волосяных, да, Мгм. вот. На каком этапе это делается? И вообще, как можно понять, вот, допустим, по этой фотографии, есть у меня проблема или нет? Да, классный вопрос. Ты мне сейчас задала вопрос, я понимаю, насколько это важно. Трихоскопия, для чего нам нужна трихоскопия? И в каких случаях она действительно полезна, а в каких случаях это просто такая маркетинговая какая-то уловка, потому что только у трихологов есть трихоскопы. Ну, раньше были. Сейчас можно на Алиэкспрессе купить тоже трихоскоп. Я тебе серьезно говорю, он стоит совсем недорого, и можешь сама наблюдать вот то, что Сам у тебя себе происходит. трихолог. То, что происходит у тебя с волосами. Я тебе просто объясню, для чего он нужен. У мужчин, например, когда мы начинаем лечение, мы должны понимать, я должен показать мужчине, что у него лечение проходит, ну, со знаком плюс, то есть что-то изменяется. Как мы можем это увидеть? При хороших фотографиях или делать трихоскопию. Трихоскопия обычно трихологи делают в определенных местах, приблизительно одни и те же точки, и в этих же точках делается анализ. Сейчас, например, через 3 месяца, через 6 месяцев, через год. Если проходит какое-то лечение, или, например, ты восстанавливаешь свой баланс там, микроэлементов, гормонов, то же самое, ты смотришь и наблюдаешь, какое изменение, то есть влияет это или нет. Особенно, наверное, это хорошо... Ну, я сейчас рассуждаю, да, при длинных волосах, потому что при коротких волосах у мужчин, когда, например, редкие волосы, мне, например, видно и так. То есть я прошу делать хорошую фотографию при одинаковом свете, приблизительно в одном и том же как бы месте, чтобы не было каких-то теней, я просто сравниваю фотографии. И вот чаще всего мы с ребятами так и делаем. Кто у меня, например, на моем личном контроле, у меня вот есть пакеты, когда ко мне приходят, например, на пересадку волос, если я вижу, что тут не только пересадка волос, а можно еще восстановить свои волосы, мы проходим и первое, и второе, и я отслеживаю. И вот у меня, кстати, буквально на днях парень, 3 месяца, он проходит лечение и говорит: вот, Олег, я не вижу разницы. Я ему приблизил, показал. И, окей, кто-то спросит, так, а если нужно приближать, так а какой смысл, если нет визуально? Для того, чтобы увидеть первое, ну, скажем так, начало влияния, то, что у тебя действительно что-то происходит. То есть, если ты видишь, что у тебя это действительно помогает, значит, дальше нужно продолжать лечение. У женщин то же самое. Ты можешь делать точно так же сама фотографии хорошего качества при одинаковом свете и сравнивать через какой-то промежуток времени. Обычно каждое лечение, ну, почти все... всякого рода лечения, которые мы проводим, это 3 месяца. Обычно курс 3 месяца. И уже через 3 месяца, иногда, тут тоже в зависимости от ситуации, иногда это может происходить и быстрее. То есть ты можешь уже сравнивать вот эту вот трихограмму, трихоскопию или, например, сама делать фотографию и сравнить, есть разница или нет. То есть, например, у тебя, ну, у женщин еще самый популярный запрос при пересадке волос – это изменение фронтальной линии и по пробору. Обычно лысеют, идет проредение по пробору, и если у тебя идет по пробору, вот, например, у тебя он зачесан, тебе очень легко делать фотографию. Сделала так, так. То есть нет такой сильной необходимости делать трихоскопию, потому что некоторые же думают: блин, у меня нет времени на трихоскопию, откладывают, лучше не откладывать, лучше самой тогда сделать самой просто фотографию и самой хотя бы отслеживать вот этот фактор. Поэтому какой-то сильного суперзначения трихоскопии я не могу сказать, что это очень сильно влияет на волосы, точнее, супер необходимая вещь. Да, есть другие моменты, там, например, изменения вот именно в коже, и там нужно вглядываться, смотреть, например, закупорка волос. Ну, то есть ты говоришь, что примерно в 50 случаях женщине нужна пересадка. Что делать в других 50 случаях? Как обычно решается этот вопрос? Тут надо смотреть на каждый конкретный случай, потому что не все же женщины приходят на консультации, и у меня женщин, ну, пару процентов, наверное, потому что в основном все-таки приходят мужчины. И у меня очень мало контента, в чем я, кстати, очень сожалею, да, я понимаю, что нужно делиться больше все-таки знаниями. У меня их не настолько много, как по мужской, потому что, ну, мужской, я говорю, я и жил этим, и очень много всего изучал, но это не значит, что у меня нет данных по женским. То есть я все изучаю, но я понял, что нужно создавать также больше видео и для женщин. Я буду это делать. И в женских случаях нужно прежде всего разбираться. То есть если мы видим, например, мы сдаем анализы, видим, что проблема, дисбаланс, например, микроэлементов, и она на каком-то продолжительном периоде времени. Соответственно, нужно сначала гармонизировать все, балансировать. И смотреть, делать то же самое трихоскопию или делать фотографии, смотреть, как это влияет на, собственно, на восстановление твоих волос. Если это не, ну, и одновременно с этим еще и гормоны.
То есть гормоны, микроэлементы. Если это не работает, тогда нужно идти точно к трихологу. По крайней мере, у меня есть такие хорошие специалисты. Вот реально за сколько? За 6 лет я нашел только 2 хороших трихологов в России. То есть... Немного. Это 0,00001%. Все, кто ко мне приходит, это рассказывают одну и ту же историю. Был у трихолога или была у трихолога, порекомендовали использовать миноксидил и сказали, что у тебя, андрогенетическая аллопеция. Хотя даже у тех ребят, которые приходят, у них не у всех андрогенетическая аллопеция. Бывали те, с кем мы просто восстанавливали реально волосы без каких-либо пересадок. Поэтому в каждом конкретном случае нужно сначала выявлять причины, в зависимости от этой причины действовать, соответственно, чтобы вот эта причина исчезла. То есть, когда витаминки уже не помогают? Когда витаминки не помогают, тогда нужно рассматривать пересадку волос. Но нужно, по крайней мере, тоже видеть динамику того, что происходит с волосами, чтобы реально не обогнать скоростью выпадения. Или понимать тоже, какой у тебя донорский материал. Если большая динамика выпадения волос, твой донорский материал должен быть достаточным для того, чтобы делать постепенные досадки, например. Хорошо, скажи еще такой вопрос. А вот эта мезотерапия, которая сейчас набрала популярность, уколы в голову, вот насколько это вообще работает? И если, допустим, вот у меня аллопеция, но я об этом не знаю, я вот сделала мезо, это будет мне какой-то результат или будет какой-то вред от этого? Очень много хайпа, и я объясню почему. Потому что на этом очень хорошо можно зарабатывать, особенно косметологам. И это прокалывается всем подряд. Такая же история есть еще PRP-плазма, которая все раньше ходили, но тоже из того же ряда. Был у трихолога, порекомендовал миноксидил и порекомендовал обязательно мезо или PRP. Или какое-нибудь средство, в котором сам же доктор заинтересован в продаже. Именно так это все и работало, и продолжает работать. Но мне кажется, чем больше я образовываю и записываю видео, потому что меня смотрят, я вижу, что и салоны, и косметологи, и появляется, видимо, все равно все-таки больше действительно хороших мезосетов. Ну, что такое мезосет? Это такой витаминный коктейль. Ну, он может быть не только витаминный. То есть это то, что необходимо твоему организму. А для того, чтобы понять, что нужно твоему организму, опять-таки, нужно сдавать анализы, выявлять, чего не хватает. Есть 100% какие-то общие штучки, там, вот тебе скорбинка, попей или гематоген поешь, да, ну, как бы он может тебе просто пройти, как будто ничего не было. Но если какая-то проблема, нужно же акцентировать внимание на проблеме и ее решать. Если тебе просто кушать гематогены, почки могут отвалиться, и гематоген не поможет. А если вдруг все нормализовалось, ты скажешь, гематоген помог. То же самое с мезо. По моим наблюдениям, для мужчин это практически как мертвому припарке. Особенно если андрогенетическая аллопеция. Я не знаю, почему эти косметологи, трихологи, вот столько люди учатся, там сколько, 6 лет на медицинское образование получают. У меня нет медицинского образования. Но откуда вот эта совесть? Люди теряют свое ценное время, когда они могли бы что-то делать, и они же пошли там на мезо, и они думают, ну вот, все, можно, я все сделал, все как трихолог сказал, и теряют свое время, в результате которого они продолжают терять волосы, и потом уже доходят, там, например, до 6-й степени, когда донорской зоны не хватает все это покрывать, и им уже и пересадку нет смысла делать, потому что не хватит донорского материала. И уже волосы, к сожалению, не восстановить, потому что уже все выпало. Поэтому, с одной стороны, это даже большая, может быть, вред для некоторых людей, потому что они могут потерять время из-за вот этой вот лжи. Для кого работает мезо? Вот то же самое. Ты выявляешь, если ты, сдаешь анализы, отслеживаешь. Я вообще рекомендую сдавать анализы, по-хорошему 4 раза в год. То есть под каждый сезон, особенно если ты живешь в сезонности, у тебя организм тоже может как бы вот этот, разбалансировка происходить. Витамины, продолжительность светового дня, твое питание, рацион, это все влияет. Опять-таки нервы там, и так далее. То есть нужно изучить свой организм, чтобы ты понимала, как он у тебя меняется в зависимости от чего-то, и уже предвидя что-то делать. Если ты понимаешь, что окей, вот там осенью у тебя обычно начинают выпадать волосы, ты идешь к косметологу, проверенному косметологу, а не просто там какой-то там миллионник, человек, которому ты можешь доверять,
который знает уже твою голову, твою ситуацию, например, ну или кожу, потому что меза же сделать, ну, как бы для кожи, головы. Это может и здесь делаться, и для чего угодно. Он знает тебя, он знает твою историю приблизительную, и тебе подбирается конкретный коктейль, ну, коктейль назову это, конкретно то, что тебе нужно, а не делать каждому по гематогену, и почки у тебя не отвалятся. Или от чего? От печени, по-моему, да, там. Вот. Для мужчин в редких случаях иногда я могу порекомендовать после пересадки волос, тоже, но в конкретных случаях я вот своих ребят отслеживаю в течение года, если я вижу, что вот нужно поддержать, например. Иногда я могу сам порекомендовать в течение там 3 месяцев использовать миноксидил, например, это курсом его можно использовать. Я небольшой фанат его, но в некоторых случаях, или, например, тоже сделать, например, мезо или PRP, чтобы поддержать волосы, которые растут, или, например, нет какой-то четко выраженной аллопеция, выпадение, но видно что-то, ну, волос ослабляется. Или, кстати говоря, у мужчин или у женщин в возрасте, потому что у нас с возрастом также ухудшается кровоток, особенно то, что касается, ну, мужчин, это макушка, и нужно вот эту вот часть стимулировать. То есть вот PRP очень хорошо работает. Это можно дома делать, то есть или массажами, или вот дермапеном, или дермороллером, ну, нагнетать кровь. И PRP, мезо тоже в этом плане могут быть хороши. И вот как раз-таки, вот, наверное, в этом случае вот этот, ну, гематоген, общее какое-то PRP, точнее, общее мезо можно делать. То есть просто подпитать, может быть, даже ничем не выявлять там что-то конкретное, если нет какой-то разбалансировки, а вот какие-то, например, временные, точнее, например, витаминный комплекс конкретно к, например, к периоду, там, к зиме или к осени. Сейчас еще появляется, например, финастерид, дутастерид, такие самые популярные действенные препараты, которые прописываются и женщинам, и мужчинам. Это вот выпадение, это при андрогенной аллопеции, когда андрогены как раз-таки очень сильно влияют. Есть мезо уже с дутастеридом. Дутастерид, то есть он бывает, просто его можно принимать таблетированно, таблетки есть наружные, там, в виде пены, спрея, лосьона. Но тоже есть определенные наблюдения, что через какой-то промежуток времени наружный финастерид прекращает работать. И нужно переходить или на таблетированные, или на инъекционные. То есть инъекции делают как раз-таки как мезо. Там можно комбинировать, например, дутастерид с каким-то витаминным комплексом. Ну, вообще, в целом же инъекции всегда лучше работают, чем те же просто таблетки или какие-то наружные. Но ты говоришь как женщина, многие ли мужчины пойдут и будут ходить по плану? Слушай, ну мне кажется, проще походить на инъекции какие-то, чем потом куда-то на пересадку. Я говорю то же самое, но когда ты мужчина, ты думаешь, ай, ну вот же я там поделал. Некоторые начинают это делать, там 1-2 раза сходили, все, вот это вот уже мужское успокоилось, ну все, в принципе, я проходил, ну там сказали 10, ну в принципе 2 я уже сходил, все, должно быть нормально. Мыслят женщины и мужчины абсолютно по-разному, почему я говорю, что вот женщины у меня мало на консультациях, но это супер информированные женщины, которые, то есть уже с мужчинами я все объясняю буквально на пальцах, женщинами, то есть это такой, знаешь, уже как будто база есть, и уже они приходят, мы разговариваем о конкретных вещах, что нужно делать, как отслеживать, что делать. Мы разговариваем про конкретную ситуацию. Для мужчин мне нужно все объяснять, чтобы объяснить и мотивировать делать что-то. То есть то, что я говорю, я тоже делаю, как сказать, снисхождение, что это все-таки мужчина, и организация, ну, не такая, как у женщин. И если действительно в этом есть смысл, а те, кто у меня на контроле, я сам их долбаю. Я вспоминаю, я говорю, так, ты вот это сделал? И мамка, говорит, ой, и нянька. Вот у меня, например, ну вот буквально, по-моему, на прошлой неделе парню сделали пересадку из 6-й степени, ну 6-я степень, это когда почти лысая голова, ему, я не помню, ближе... В общем, практически 30 лет, вот этот вот период, это очень важный период, чтобы отслеживать динамику, то, что происходит. То, что происходит. И я говорю, а ты используешь то, что я тебе сказал? Ой, у меня там тяжелый период жизни. А мы пересадку ему сделали, получили офигенный результат, но с учетом тех волос, которые у него есть. И если он это делать не будет, и он это знает, то вот этот результат, который у нас просто офигительный, если я найду, тебе пришлю, покажу, он уйдет. И появится снова проредение, но адоновскую зону там уже использовали. Ну да, и больше ее не будет. Ну, у него, в принципе, еще на одну операцию хватит, но в небольшом количестве. И почему очень важно сохранить те волосы, которые все-таки есть. Если их не будет, то... Ну это просто вставляет себе палки в колеса, по сути. Да, но
ты никогда не поймешь, как мужчины мыслят, а мужчины полностью не поймут, как женщины мыслят. Мужское, женское, как говорится. Да. Мое любимое. Репейник. Лошадиная никотиновая кислота, лошадиная сила. Что там у нас еще? Народные средства. Насколько они вообще работают? И, просто я столько слышала кейсов. Хозяйственное мыло, ты не Дегтярное. Это то, с чего я начинал, как и, наверное, любой лысеющий человек, особенно в Советском Союзе. Вот там сыворотки, там масло, хозяйственное мыло. Я сделал когда-то видео про хозяйственное мыло, до сих пор спорят в комментариях, доказывают мне, что ну вот же наши деды там пользовались, или там бабуля моя пользуется, и у нее нормально. И, как говорится, хоть ты в глаза, да, и не переубедить. Потому я вообще хочу сказать, что вот в целом мой канал – это расчет на людей, которые могут мыслить и анализировать все-таки. То есть я даю информацию, даю глубокую информацию, которую просто так ты не найдешь. То есть даю все инструменты. Дальше ты уже сам думаешь, можешь ты из-за этого собрать что-то или нет. Я сам на себе попробовал все вот эти вот средства. И мне кажется, если бы я их не попробовал, то у меня было бы больше волос. Потому что вот многие средства, например, хозяйственное мыло, почему оно не подходит? Потому что там это щелочь, огромная щелочь, концентрация щелочи. Что такое pH? Баланс. Многие, наверное, так и не знают. То есть определенная кислотность твоей, вот эту кислотность нужно соблюдать. И все думают, вот тоже, кстати говоря, в клиниках рекомендуют использовать там детские шампуни. Даже в клиниках по пересадке волос, даже доктора некоторые, в это не углубляются. У каждого человека свой pH. Нет нейтральный, то есть есть нейтральный. Кстати говоря, вот немножко отрываясь от вот этого, я жил в Азии очень долго, 12 лет, и там вот у нас считается нормальная температура тела 36,6, а там 35. У нас это считается упадок сил, но это когда ты живешь в тех условиях, климат, температура. То есть, видишь, даже наше образование, насколько оно разное. И мы равняем под себя. То есть, у всех должно быть 36,6. Для них уже 36,6 – это уже поднятие температуры. И что я хочу сказать, вот точно так же и с pH, и точно так же и с пересадкой, точно так же с эстетикой. Каждому человеку должен быть свой подход. У него своя голова, у него свой организм, свой подход во всем должен быть. И все вот эти средства... Это, некоторые средства, они рекомендованы, там, народные, как раздражители. То есть они нагнетают кровоток, там, перцем. Но никто же не знает, что вот этим перцем ты можешь вызвать себе сибарейный дерматит, получить, потом у тебя начинает хлопьями отваливаться твоя кожа, и это проявляется не сразу. И ты же не связываешь одно с другим. Или после того же хозяйственного мыла, когда у тебя, например, pH там 5,5, 5,6, а у этого там мыла сколько там, 10 или 11, и ты долбаешь его, какое-то время твой организм будет сопротивляться. Но до определенного времени. И потом в какой-то момент он вот это все называется бросит, и пойдет процесс, как сказать, мягко говоря. И с вот этим уже, и ты можешь не связать, что, а вот это же, наверное, из вот этого произошло. Нет, может пройти несколько месяцев, а может и пройти несколько лет. И ты подумаешь, а почему-то у меня волосы начали выпадать. Так а ты, собственно, лошадиной силой, перемешанная с хозяйственным мылом, а еще и с этим самым с перцем или еще чем-то. Да, нет, этой ерундой не нужно пользоваться, нужно идти к профессионалам, которые могут продиагностировать твою конкретную ситуацию и дать то, что действительно работает. Мы живем же не там на приваленке, не знаю, в 15 веке, уже в конце концов 2025 год. Ну да. У меня просто подруга, она прям вот покупала капсулу никотиновой кислоты, она вот прям сюда себе мазала, ходила, воняла сигаретами. Смотри, никотиновая кислота, тут тоже нельзя просто себе начать что-то, что пишут на форуме или кто-то там у кого-то. У кого-то действительно может что-то сработать в какой-то краткосрочной перспективе, но все нужно рассматривать в долгосроке, чтобы ты не только получил в краткосроке результат, а не навредила тому, что ты можешь получить еще большую проблему. Почему я говорю, вот, например, те же
перцовое там, или еще что-то. Да, может быть, у тебя ну, то есть логически кровоток улучшится, волосы, если ты будешь это делать, они могут начать уплотняться, ты увидишь разницу, подумаешь, ну все, теперь надо в 2 раза, 3 раза больше еще это использовать. Но ты же не думаешь о том, что ты нарушаешь свой полностью, во-первых, защитный слой, кожу, волосы какое-то время поуплотняются, а потом огромная проблема будет с кожей, и потом уже можешь и не вылечить. В общем, никаких самолечений. 100%. Но тоже, понимаешь, это вот все думают, что вот, сейчас вот нужно отдать кучу денег, анализы посдавать, сделать вот это вот все, пойду-ка я куплю за 100 рублей в аптеку себе эти капсулы, и вот как вылечу себя, а потом... Но это психология, я тоже, наверное, как бы я из бедной семьи, и мне все равно вот эти триггерки, конечно же, остались. Я точно так же, вот я понимаю, что мне нужно, я своих ребят отправляю на анализы, я понимаю, что мне нужно сдать анализы, мы в Буэнос-Айресе, сейчас я пошел узнать, сколько эти анализы здесь стоят. Мне посчитали $800. Я такой думаю, ну нет. Хотя я знаю, что надо, а потом, ну, $800. Я пошел в другую, там насчитали столько же. Потом я думаю, ладно, поеду в другую страну, там сдам. Но я поехал, съездил, там времени не было. И это тоже неправильный подход. То есть нужно, скажем так, чтобы не платить кратно, нужно вовремя платить столько, сколько нужно платить. Многие же вот тоже на меня когда-то был такой активный черный пиар, говорит, да вот, он это все рассказывает, чтобы к нему шли на консультации. Я рассказываю вот этот концентрат знаний, который я собирал в течение всей жизни. У кого он есть еще? Мои консультации я провожу всего лишь, ну, раньше проводил 6 консультаций в неделю, сейчас я буду меньше проводить, потому что времени нет. И я бы рад, если у меня есть я бы рад был тогда получить вот эту информацию, которой мне не хватало тогда, потому что тогда бы я сберег все свои волосы, мне не нужны были пересадки, у меня ни одного человека нет в роду лысых, то есть я бы точно восстановил свои волосы. Поэтому, чтобы получить какой-то результат, нужно за него заплатить. А заплатить или из кошелька, или своим здоровьем, или своим временем на изучение всего этого, ну, то есть тут уже каждый решает сам. Как вообще проходит женская пересадка волос? Вот. Как происходит пересадка шаг за шагом? Общение с доктором, оценка и планирование, подпись документов и оплата, подготовка к операции, затем делается фото. После этого ты переодеваешься, тебе полностью или частично бреют голову. После этого в операционной делается анестезия донорской зоны и начинается извлечение графтов. В любой момент времени ты сможешь сходить в туалет. Одновременно делают сегрегацию графтов под микроскопом. После этого доктор делает анестезию зоны пересадки и начинает открывать каналы. Короткий перерыв, и после начинается этап помещения графтов в открытые каналы. По завершению тебе выдают необходимый комплект медикаментов, закрывают донорскую зону и на следующий день показывают, как мыть голову. Несложная операция для клиента, если мы все подготовили заранее, включая переднюю линию и правильно выбрали доктора. Теперь это инвестиция в твой внешний вид. Вот самое главное, что меня интересует, нужно ли брить голову? Так, ну это 2 вопроса. Как проходит, и нужно ли брить голову или нет. И, наверное, перед вот этими вопросами я вообще скажу, что чаще всего, по крайней мере, ко мне приходит, когда с вопросом женщины по пересадке волос, чаще всего 50% не нужно делать вообще никакую пересадку волос. И можно эти волосы восстанавливать. Есть различные как бы отлаженные алгоритмы, как это делается. Ну, я могу сказать, потому что я всю жизнь был лысым по мужским кейсам, то есть я это прожил на себе, что называется, я знаю прям все очень детально. У женщин есть специфика. Если я вижу, что, например, мне не хватает знаний, я просто отправляю к хорошим женщинам-трихологам, которые я доверяю, которые я просто знаю, что они вот тоже, они копают глубоко. То есть я всегда ищу таких профессионалов. И если есть в этом смысл, нужно покопаться, поискать, и дальше после этого есть шанс восстановить волосы без какой-то пересадки, конечно, лучше вот таким образом и пойти. Потому что если ты сделаешь пересадку волос, почему тоже одна из проблем, я хочу сделать пересадку, вот приходит женщина, не понимая, какие проблемы происходят, и сделав пересадку и продолжив терять свои волосы, скорость потери волос может быть быстрее, чем скорость роста тех пересаженных волос. И через год ты можешь получить такой же, то есть приблизительно такую же ситуацию, ты скажешь, не прижились, или где делись мои волосы, или там, а почему доктор такой плохой, нет волос? Потому что повыпадают те волосы, которые
если идет процесс. То есть поняла. пересадка нельзя скрывать то, что происходит у тебя с твоими волосами. То есть тут нужно разбираться. Если же нужно делать пересадку волос, или вот, например, один из популярных вопросов, как я тебе сказал, запросов точнее, это изменение фронтальной линии. То есть, например, появляются здесь залысины, и чаще хотят вот сделать вот такую женскую более линию. По-моему, ты тоже, кстати, спрашивала. Ну да, потому что у меня вот что-то вот здесь вот. Да, это другой вопрос. То есть есть медицинский вопрос, скажем так, трихология, которая должна заниматься, есть эстетический. То есть то, как бы у тебя там не выпадает, но ты хочешь изменить. Давай рассмотрим, наверное, вот это эстетически. То есть по медицине нужно разбираться, чтобы не потерять все остатки волос и не потратить свое время на пересадку в то время, как у тебя выпадут все остальные волосы. И по поводу сбривания, не сбривания. Я бы, наверное, сказал, что вообще вот сейчас очень сильно форсируется маркетингом, вот типа можно делать пересадку волос за несколько часов без сбривания, и на это и мужчины клюют. Для женщин понятно, потому что, ну, конечно, как лысая женщина это не лысый мужчина. И тут большое внимание уделяется, ну, как бы, как женщина будет выглядеть после пересадки. Есть определенные устройства и техники для того, чтобы извлекать даже сами длинные волосы. Это прям отдельная тема. Если вкратко, я не очень в это верю, потому что в любом случае вот эти длинные волосы, когда пересаживаются длинные волосы, они все равно выпадут в течение там первого месяца. Поэтому пересаживая, не пересаживая длинные волосы, короткие волосы, волос все равно выпадет. То есть это больше маркетинговый ход. Но вопрос же в том, без сбривания. То есть первый вариант, если мы сбриваем только вот какую-то часть, и ты прикрываешь все волосами. Второй вариант – это старая методика, которую все шарахаются и боятся. Это методика FUT, которая оставляет, ну, она может оставить визуальный шрам, может не оставить. Это первая пересадка, которая была у меня остался шрам, я его уже закрыл, его сейчас, может быть, тебе не видно, но у меня здесь остался шрам. И многие боятся, но до сих пор эта методика применима, просто нужно искать хороших докторов. То есть я должен был бы сказать, да нет, FUT супер ужасная технология, нельзя этим пользоваться, потому что у меня остался шрам, но изучив, почему я говорю, что везде нужно копаться и идти в глубину. Эта техника подходит для женщин. Почему? Потому что женщина никогда не будет брить голову, у нее вот этот шрам не виден. И если делает хороший врач, он сшивает все так, что вообще ничего не остается. И какой плюс вот этой методики? Тебе не нужно сбривать всю голову, тебе не нужно полностью забирать вот большое, например, пространство затылка. Тебе извлекают лоскут, из вот этого лоскута разделяют на мелкие волосы и пересаживают. У тебя появляются волосы, и у тебя незаметное извлечение, и не нужно выбривать всю донорскую зону. То есть у тебя берется маленький кусочек. Для мужчин, по сути, это может быть тоже применимо, но нужно искать очень хороших экспертов. Я знаю таких экспертов, действительно, которые извлекают, зашивают, и не видно вообще. Вообще-то тут должен быть шрам, но его не видно совсем. Но это прям очень скрупулезная работа, и еще зависит от конкретного типа кожи и от возраста, потому что на ком-то, то есть, скажем так, организм может, как сказать, немножко, ну, грубо говоря, сопротивляться и выдавать вот эти вот более видимые келоидные рубцы. Но для женщин это практически универсальный вариант. Подожди, то есть я правильно понимаю, что сзади отрезается кусочек кожи вместе с волосами? Да. И оттуда потом извлекаются волосы? Да. Этот кусочек, его извлекают, потом его разделяется на мелкие графты, и вот эти графты уже засаживаются. А этого хватает вообще? Как правило, для женских пересадок, ну, в зависимости, что нужно делать. То есть, если, например, фронтальная линия, как правило, это 1500-2000, максимум 2500 графтов. Это хватает вот этого кусочка. Ну, смотри, вот этот лоскут, он же может быть и по продолжительности длиннее, короче, и по площади, соответственно, тоже. Ну, то есть, тут самое главное найти хорошего доктора, кто в этом очень хорошо
хорошо разбирается, кто специализируется конкретно на этом. И он сам знает, как это нужно сделать. Точно не у студентов, точно не в клиниках конвейеров. Ну да, я поняла. Они даже не умеют, для них это какая-то вообще космос, и они будут отговаривать, говорить, самая ужасная технология, не идите, у нас тут самое последнее. Это все фейк, тут надо ориентироваться на докторов. То есть бывает несколько методик. Это когда тебе пересаживают откуда-то из разных мест, либо... Методика откуда, точнее, как работает доктор. Более старая методика – это FUT, про которую я тебе рассказывал. То есть раньше на ней, скажем так, тренировались. Сначала ее отрабатывали. Это вот этот лоскутный метод. И с ним до сих пор работают, но прям те самые доктора, которые уже работают там по 30-40 лет, они работают и с новыми методиками, но используют и старые. Потому что в старом, я говорю, есть определенные плюсы. Еще, кстати говоря, есть плюс огромный вот этого методики FUT. У тебя остается вся твоя донорская зона, то есть забирается сначала вот этот вот кусочек, он сжимается, я имею в виду, если, например, использовать для мужчин, и у тебя остается вся твоя донорская зона не тронута, кроме вот этого кусочка. И затем на вот этом большом кусочке уже можно использовать другую методику, то есть извлекать точечно еще из него. То есть таким образом, если, например, большая лапеция, большая зона нужна для покрытия, и донорская зона ограничена, то ее можно более рационально использовать. Сначала извлекать вот этот вот кусочек, его сшивать, но это прям с очень хорошими докторами, это дорогая пересадка будет стоить, дорого достаточно стоить будет. И затем уже использовать методику FUE. То есть лоскутный метод – это FUT, foot называется, и есть FUE, FUE. И FUE еще подразделяется, скажем так, на DHI, который сейчас очень сильно рекламирует. DHI – это такая ручка, пластиковая ручка. Долго, наверное, и получится, если углубляться в каждую методику. Ну, FUE, если коротко, открываются, делаются такие, как ямочки для твоих волос. Садится доктор, задает дизайн, затем извлеченные волосы засаживаются в эти уже открытые ямочки, вот эти каналы доктором. Есть DHI, когда не делаются эти ямочки, есть такая ручка специальная, но они тоже сейчас бывают разные. Туда закладываются извлеченные твои графты, и сразу как степлером тебе поверх головы засаживаются волосы. Они в поры засаживаются? Свободные пространства. Там, куда нужно засадить, и там, где тебе не хватает плотности, или там, где ты хотела бы, чтобы у тебя появились волосы. То есть его можно засадить даже хоть сюда, и волос прорастет. Я поняла. Это больно? Самое болезненное – это прокалывание анестезии. Анестезия почему? Потому что, как правило, это зоны вот за ушами, очень болезненные зоны, и фронт. Ну, женские, скажем так, то, что для женщин, наверное, терпимо больно, для мужчин, для некоторых бывает очень больно. Мне, например, было очень больно. Хотя мне прокалывали, есть такая помповая, сначала прокалывается, то есть оно под давлением такое делается точечные прокалывания, потом она начинает постепенно действовать, и затем уже игольчатой, ну, то есть иголками прокалывается. То есть вот здесь вот больно, и вот здесь больно. Но у каждого свой порог чувствительности. Ну, да. Я чувствую, я прям чувствителен во всех планах, наверное. Потому мне это было больно. У некоторых ребят, кого я сопровождаю, у меня вот были, например, приезжали друзья, один в одном кабинете, другой в другом кабинете, в операционной. Один спрашивает, а когда уже больно будет, потому что вообще не больно. Второй при этом прям ему видно, что ему больно. Очень разный порог чувствительности. Вот я, например, из чувствительных. Для кого-то... Ну, опять-таки, эта боль чувствуется в ближайшие 10 минут. Потом начинает действовать анестезия, и все нормально. Потом ты не чувствуешь вообще ничего. То есть она настолько хорошо работает, ну ты, то есть, лежишь в сознании, то есть абсолютно. Просто тебе делают процедуру. Да. Ну тогда ладно, я просто думала, а что, если просто сделать общий наркоз, чтобы вообще... Нет, некоторые клиники, это больше делается в маркетинге, что называется, когда нечего совсем показать, чем ты уникален. Первый хук – завоевать ваше доверие. Если ты пришел на консультацию в клинику, попроси их показать оборудование. Второе – опорочить клиники конкурентов, которые действительно чем-то выделяются. Своими докторами, методиками, техниками, опытом
репутации, в конце концов. Если ты увидел вот такую ручку, вот такой аппарат, А если вы увидели такую ручку, спросите у этого же человека, какой ручкой сделана его операция в самой дешевой клинике в Турции. этой ручкой работали над десятками или сотнями пациентов и будут работать над твоей головой с огромной раневой поверхностью. Сам-то как выжил-то, а? Беги оттуда. Действительно, беги. Делается акцент на маркетинговый отдел, они уже у кого что, кто-то там, у кого-то там, я не знаю, миллионы подписчиков якобы, у кого-то там блогеры делают, у кого-то там, говорят, мы сделаем под общей анестезией. Но люди некоторые не понимают, что это же опасно для здоровья, вообще для организма. У меня, я тебе скажу честно, у меня подруга умерла от как раз-таки от общей анестезии, от общего наркоза. Если делается общий наркоз, нужны быть супер врачи, анестезиологи, то есть это должно быть под полным контролем. И причем она делала в Корее пластическую операцию, в Южной Корее, в крутой клинике, то есть никто от этого не застрахован. Соответственно, зачем рисковать своим здоровьем для пересадки волос, если... То есть нужно потерпеть 10 минут. Ну да. В этом нет абсолютно никакого смысла, и это риски для здоровья. Поэтому не рекомендую, не покупайтесь на такую рекламу, если кто-то вам говорит, что вот у нас можно сделать под общим наркозом. Да, потерпите 10 минут. Да. И, кстати говоря, тоже один из самых простой способ, как отличить хорошего доктора и, например, конвейерную фабрику по подписчикам. То есть, как правило, у действительно хороших, крутых докторов, у них вообще, я захожу у них в Инстаграме, 5000 подписчиков, 6, 3, 10 у кого-то. А у кого-то кто-то, например, выступает на конференциях, 15. Ты откроешь какую-нибудь клинику, конвейер, там 20, 30, 150, некоторые накручивают 7 миллион подписчиков, то есть это фейк. Ну да, что якобы если больше подписчиков, Да. то как будто... Это, как я говорю, маркетинг. пастушьей собаки, которые ведут стадо баранов на забой. Справедливо. А еще вот такой вопрос, то есть, если, допустим, я не лысею, но у меня вот высокий лоб, вот я хочу себе сделать, то есть я могу пересадить волосы условно, даже если они там раньше у меня длинные не росли. Ну, это вот то, о чем я говорил, это эстетический момент. Если тебе не нравится, например, твоя фронтальная линия, ее можно изменять. То есть женщины, это один из самых популярных запросов. Да. И самый популярный запрос, особенно в Азии, потому что у них вот особенно мода, вот эти вот звездные лбы, вот это вот корейское, вот это вот сужение. И вот сейчас, кстати говоря, Middle East, арабские женщины тоже это делают. Но первое, все, что связано с эстетикой, нужно смотреть, потому что то, что подходит для одной нации и для одной расы, для другой не подходит. Было время, когда мужчины говорили, я хочу вот прямую там линию, как у какого-нибудь афроамериканца-актера. Ну, то есть, это же не значит, что она подойдет именно тебе. Часто приходит, ну, не часто, порой приходят мне с фотографиями известных людей, говорят, вот я хочу вот так. Ну, как бы один, например, афроамериканец, а ты, например, белый. Или там латинос. У латиносов тоже, кстати, другие пропорции, у них тоже растут по-другому волосы. И я вот немножко углубился по твоему запросу. Это можно делать, и тоже нужно смотреть тогда еще на мышцы. Потому что вот когда мы морщим лоб, у нас выделяются мышцы, мы не можем надвинуть ниже, чем мышцы. Ну, кстати говоря, некоторые клиники очень редко такое бывает, но даже иногда такое бывает. Если тебе пересадить волосы на зону, где у тебя мышцы, то у тебя будет с лбом двигаться твои, как у Чубаки, да, будут двигаться и твои волосы. Это практически уже невозможно, потому что это многие даже там не очень хорошие клиники используют как в обучающих там моментах. Он говорит, вот как нельзя, хотя... Ну, то есть они знают 1% вот этих знаний, 99% они не знают и рассказывают, вот, надо, смотрите, какой у нас там хороший извлекатор волос или еще какую-нибудь туфту. Ну, нужно же что-то рассказывать, как-то манипулировать людьми. Поэтому это можно делать. Главное учитывать эстетические моменты. И еще, кстати говоря, волос. Волос же тоже по плотности очень разный. И нужно учитывать, у тебя спереди очень нежные, тоненькие волосики. Если мы возьмем их
ну, тоже смотря откуда мы их будем брать. Чаще, то есть в основном они более плотные волосы на затылке, вот за ушами немножко тонкие волосы. И это тоже только профессионалы с использованием микроскопов, кто знает, как с этим работать. Они отбирают волосы, чтобы это были одиночные графты, потому что они тоже бывают одиночные, двойные, тройные, четверные графты. Если тебя посадить, например, четверной графт, меня тоже так посадили. Она растет как пальма, вот представь. То есть из одной точки растет. И вот представь, если у тебя посадить спереди такие волосы, и у тебя будет вот так вот расти. Интересно. Очень много моментов, которые, к сожалению, многие не углубляются и думают, да вот, сосед сделал, пойду тоже. Или он блогер, там он показывает же видосик, пойду сделаю точно так же. И это уже, понимаешь, вот тоже на конвейере, вот там, где накручиваются миллионы там, подписчиков и просмотров и все остальное, тебе же показывают только самое лучшее. Конечно. И у них, если в день нам проходит, в день там 10 пересадок, но если даже у одного более или менее хорошая пересадка, это уже хороший для портфолио да, результат. У малоизвестных, точнее, нет, у хороших докторов, у которых нет такого количества подписчиков, у них нет такого рассыпания своей деятельности на там куча. Но они физически столько не могут сделать. Они делают очень хорошие пересадки, их малое количество, но там, что называется, процентность. Почему, например, я всегда рекомендую искать хороших докторов? Потому что у них successful rate очень хороший. То есть там из 10 человек 9 отличный результат. Ну ладно, пускай 8 отличный, там один хороший, и один может что-то не то, что не получиться, но просто у нас еще есть наша физиология, которая тоже там у кого-то, например, извлечение графтов, может быть, видно, ну, остаются белые точки больше. Ну, то есть какие-то нюансы и моменты. Вот. Но если взять конвейер из 100 работ, если там хотя бы 3 работы нормальные, их берут в портфолио, но что там с этими 99 работами? Слушай, ну это как примерно я сравниваю, как с тем ходить там на ногти в салон красоты или ходить лично к какой-то девочке. Потому что человек, который работает сам на себя, который отвечает лично за свой результат, он всегда будет за каждого клиента бороться. А когда ты идешь в салон красоты, и там как бы, ну, кто-то придет, человек не особо переживает, мастер, то есть как он сделает, ему все равно кто-то придет, потому что салон занимается рекламой. Вот. То же самое в целом. Риски. Все правильно ты говоришь, но риск пересадки ты не исправишь ничего. То есть если мне плохо пересадили, допустим, мне потом нельзя можно это получить будет извлечь? уродство? Нет. Нет. Если... Тут тоже нужно смотреть. Если какая-то... Если, например, небольшое количество пересадили, и есть, например, еще какая-то дистанция до фронтальной линии, например, если фронтальной линии не понравится, можно еще, например... Точнее, если есть зона, куда можно немножко досадить, можно пойти к там, хорошему топовому доктору, кто работает с фронтальной линией, он это немножко исправит. Но это уже будет намного дороже и сложнее, потому что если первая пересадка сделана факапно. Почему я говорю, нужно всегда выбирать хорошего специалиста. И ты правильно мыслишь. К сожалению, мужчины не все так мыслят, и особенно в России. Вот, кстати говоря, очень разная аудитория. Я сейчас создаю видео на англоязычную аудиторию. Такое ощущение, что люди более скрупулезно и ответственно, и более уважительно к себе же относятся. Они отбирают, они изучают. И можно тоже понять, в России этого не было, в СНГ, сейчас это появилось, это становится модно, особенно если делают какой-то блогер, и все начинают спешить, что-то делать, и потом уже по факту разбираться. А на меня же еще заказывают тоже черный пиар, и там говорят, вот, там на-на-на-на, а потом ко мне же они приходят. Говорят, да, Олег, а ты был прав, а что нам делать? Но когда уже сделано, к сожалению, исправить или вообще невозможно. А почему невозможно? Потому что должны делать хорошие доктора. Хорошие доктора за факапные пересадки они не возьмутся. Почему? Потому что кто последний, то, что называется, и папа. И это уже будет риск, что все будут думать, что это работа вот этого доктора, хотя он пришел в исправление. Скажем так, исправлениями занимаются герои. Герои, и, как правило, это все равно стоит дорого. И они думают, ладно, если операция не удастся, я смогу сделать другую операцию. Но они не понимают важного. И единственное, что вы не сможете вернуть, это ваш донорский запас и вашу донорскую зону. И они также теряют в целом доверие к пересадке волос. Да, к пересадке волос в целом, верно. И вы, как клиент, никогда не узнаете, какое количество графтов у вас умерло
на операционном столе. И ведь даже ко мне, когда приходят пациенты на вторую пересадку для коррекции, я честно говорю, к сожалению, я уже не могу ничего сделать. Слишком поздно. Ваша донорская зона испорчена, графты повреждены, и вся эстетика дизайна нарушена. Не так-то все просто. Только опытные доктора должны работать со своей стабильной командой. Пациенты в результате идут в дешевые места с очень низким качеством работ, даже не зная, что они могли бы получить. В этом и есть проблема. Скупой платит дважды или как? В данном случае платит своим качеством жизни и своей же самоуверенностью в будущем. Потому что первое время, если у тебя не было ничего, у тебя что-то появилось, ты будешь доволен в любом случае. Ну как, не было 10 лет, 20 лет, и тут хоть что-то появилось. Вот тоже, если посмотреть работы в России, там вот торчками вообще торчит, и люди, и это в портфолио прямо. Сейчас эти аккуратненько прячутся эти работы, выставляются новые работы, где там можно что-то найти, но все равно эти работы есть. У меня-то они все сохранены, мне есть что показать. И со временем приходит осознание, что, блин, это некрасиво, и когда ты идешь, и тебе вот каждый человек, вот, он видит что-то, да, он с тобой не знаком, и он всматривается, не может понять, а что-то с человеком не так. И ты не можешь понять, ну, сейчас уже больше появляется информации, сейчас уже появляется вот это, ну вот, еще один с этой факапной пересадкой, или вот еще один с пересадочкой. И вот это понимание, вот еще один с пересадочкой, потому что такое хорошая пересадка? Это то, где не видно, что вообще что-то сделано. Ну вот, допустим, сколько стоит среднестатистически пересадка волос? Смотри, цены варьируются от $500 до, самая дорогая пересадка у меня была 90 тысяч евро. Поэтому, если взять среднее, это 50 тысяч, но это не средняя цена. Например, моя задача выискивать докторов, которые могут делать похожие на премиальные пересадки. Премиальные пересадки – это известные доктора, которые делают пересадки известным людям, малоотличимые. В среднем это от 3 до 5 тысяч евро. Есть пересадки дешевле, есть пересадки дороже. Тут уже каждый... Еще тоже зависит по локации. По локации и по тому, что нужно конкретно делать. Потому что тоже пересадки я разделяю в зависимости от того, что нужно делать. На кому-то нужно подредактировать фронтальную линию. Это один объем работы. И это самая сложная задача, что это было супернатурально. Кому нужно сделать распределение, кому-то нужно загустить. То есть, например, у тебя там образовалось на макушке, окей, загущение, но тоже некоторые думают, можно пойти в самую простую дешевую клинику, а потом начинают волосы вот так вот расти, и они думают, а что делать, а ты же уже их не повыдираешь. То есть даже на вот эту зону, все равно в любом случае нужны хорошие доктора, но на каждый объем задач нужен конкретно свой специалист, который в этом конкретно фокусируется. Поняла. Ты же не пойдешь к ноготочкам и скажешь, а давай мне и голову покрасить заодно. Ну, могут быть, наверное, специалисты 100%, которые там таланты и то, но... Пекарь, аптекарь. Ну да. Получается, пересаживаются волосы с затылка, правильно? Вот эти вот тоненькие. Могут пересаживаться волосы из тела. Я просто себе это Смотри, вообще... технически можно пересадить волосы откуда угодно. Нужно понимать качество этих волос. Вот меня многие мужчины спрашивают, донорская зона маленькая, вот же на животе куча. Первый вопрос, а готов ли ты носить вот эти вот кучеряшки на голове? Второй момент, они ведут себя точно так же, как они ведут себя и здесь. То есть они будут такой же длины. Третий момент, дизайн, то есть нужно соизмерять с твоими донорскими волосами. Если они чем-то хотя бы похожи, то можно их комбинировать. Я обычно рекомендую комбинировать не более 10% нательных волос от волос, которые взяты из донорской зоны. Максимум 15. Я видел даже у докторов, и, кстати, здесь, в Буэнос-Айресе, один из мигровых хороших докторов, у него пересаженные волосы откуда-то? С лобка. И я у нее это не спрашивал, я просто вижу. Понимаешь? И самое интересное, что это видят и другие. Но это тоже вот тема про то, а скажешь ли ты человеку, что он там сделал плохую пересадку волос. У него что-то появилось, он, наверное, доволен. А если даже не доволен, как он сейчас будет это удалять? Ты понимаешь, что лазером так не удалить. Это нужно каждый отдельный волосок удалять. Электроэпиляция, кстати. Она сможет удалить плохие? Это супер больно. Я знаю. Я это пробовал делать.
Я делал маленький кусочек, и таких процедур должно быть 10. Ну вот у меня здесь сделали неправильную пересадку. Это супер больно. А если у тебя на голове вот таких куча волос? То есть что я хочу сказать? Волосы технически можно пересадить откуда угодно. Хоть из там... Но готов ли ты или готова ли ты носить такие волосы? Ну вот да, тоже мне вот такой вопрос, что как бы там с бороды, допустим, пересаживать. Это самые подходящие, если брать нательные волосы вне донорской зоны затылка, это самые подходящие волосы здесь. Но даже они уже сильно отличаются. И, кстати, приживаемость волос же тоже разная. Ну, то есть самый оптимальный вариант — это свои же просто сзади пересаживать. Если тебе хватит. Если хватит. Если не хватит, ну, тоже. Каждый человек, который приходит ко мне на мои, не только на консультацию, а пересадку со мной, я всегда смотрю план не на неделю, не на год, не на 3 года, на долгосрок. Сразу понимая, как это все движется, почему я там задаю кучу вопросов, чтобы понять, что со своими волосами происходит, можно ли лечить. И если мы делаем пересадку, сколько этапов и как это будет идти. Если, например, не хватает донорского материала, я соизмеряю, окей, есть ли смысл взять откуда-то или еще, с подбородка или еще откуда, чтобы это минимально было заметно. Чтобы человек понимал уже, какой у него план впереди, что это он не просто пришел ко мне, и вот мы сейчас сделаем, и пока. Как это делается во всех клиниках. Нет, я, собственно, то, что я не получил для себя, наверное, я сейчас воплощаю это в других. То есть долгосрочный план, которому нужно следовать. Понятно. И будет результат, и будет, ну, опять-таки, если есть результат. Если нет результата, я так и говорю. К сожалению, я не приукрашиваю, там, не заразовляю, если нет смысла. Во всех клиниках могут говорить, ну, понятно, что там будут говорить, потому что там консультанты, их зарплата от этого зависит. Ну, да. Они не доктора, они будут завтра работать в другом месте, возможно. Продавать окна. Что угодно. Многие, кстати, говорят, в Турции, они вот, когда начали засилие переезда россиян в Турцию, все переключились на недвижку. Сейчас они переключились еще на что? То есть все консультанты, многие консультанты из клиник по пересадке волос. То есть куда ветер, туда и флюгер. В общем, не заниматься самолечением, а заниматься здоровьем, сдавать анализы. Да, и быть ответственным прежде всего перед самим собой и уважать себя, потому что это же вот все про уважение. Ты выбираешь фигового доктора и фиговую клинику, если ты не уважаешь себя. Ну да, и потом еще будешь переплачивать. Я всегда говорю, машину ты можешь поменять. Покатался на «Жигуле», как бы денег подкопил, купил Opel, потом Volkswagen, потом Mercedes бэушный, потом еще что-то. Там, смотришь, может быть, и до Lamborghini дошел. Тут вариаций нет. У тебя донорская зона ограничена, тебе нужно сделать эстетичный вариант, и не только на здесь и сейчас, а на перспективу. Поэтому это реально про уважение себе, и это тот случай, когда лучше подкопить, или вообще лучше не делать, потому что, ну, лысина, она хотя бы натуральная. Ну, то есть лысый. А если нелепая пересадка на лысине, это же вообще, ну, и не удалить уже, и не скрыть. Что с этим всем делать? Бриться на лысо. Вот многие говорят, так я что, я побреюсь на лысо и все. Нет. Ты когда бреешься на лысо, неправильная пересадка, но опять-таки вот эти же волосы, они плотные, и они у тебя будут выделяться среди твоих родных волосов. Это все будет не пятнами. У тебя будет вот здесь такие тоненькие волосы, даже когда ты там на единичку бреешься. Ну, не полностью на 0 бритвой, а вот если у тебя что-то торчит, они более плотные, и у тебя видна будет вот эта граница, и будет видно, что у тебя пересажены, даже если у тебя побрито. Потом еще бывает, кожа приподнимается немножко в этой части. Так что нет, побриться не получится, чтобы это было незаметно. Так что без вариантов. Нужно подходить ответственно и к своей копаться. голове. Да, углубляться и затем только принимать решение. Делать, не делать, как делать, почему там столько стоит, почему там дороже, дешевле. И под себя, под каждую, не под свой так карман даже, а под конкретную ситуацию выбирать конкретного доктора. Ну, то, чем я занимаюсь, по сути. И вот еще такой вопрос у меня. Что же такое трихопигментация? Трихопигментация – это один из способов, но это для мужчин больше все-таки, хотя некоторые женщины тоже спрашивают, один из способов, скажем так, визуализировать волосы. Это делается, микропигмент вводится под кожу,
ну, кто скажет татуировка, что-то типа татуировки, но это делается другими чернилами, делается другой техникой, делается по-другому. Подходит для лысой и бритой головы у меня на самом деле сделано. Сейчас у меня система, ну вот, но у меня сделано, вот здесь у меня шрам, и он сейчас скрыт. Он делается мелкими точками, которые напоминают твои же бритые волосы. Некоторые женщины тоже интересуются, я вот знаю, в России и манипулируют женщинами, говоря вот приходите, вот, например, у тебя редкие волосы, тебе нужно как-то загустить все это, и вот делается вот эта вот тонировка такая своеобразная. Я поняла, я видела фотографии вот этих женщин, у которых тут как будто бы грязные... Вот, видишь, ты сама это заметила. Это она, получается. Вот, это действительно создает эффект грязи, если делать не у хорошего профессионала, не теми чернилами, и SMP, трихопигментация, она не подходит, по моему мнению, для тонировки при волосах. Она хороша для лысых мужчин, когда ты бреешь голову, действительно это выглядит красиво, клево. Но я сделал, мне понравилось, мне реально очень нравится, и я могу иногда быть лысым, например, и брить голову, да. Но если у тебя свои длинные волосы, то это будет практически не видно вообще. А если делать пигмент более насыщенный, то в зависимости от того, от длины твоих волос, будет видно больше или твои волосы, или вот эта вот грязь, которая у тебя под волосами на голове. И в зависимости от техники, от того, кто это делает, ну, мне реально вот пока то, что я вижу в России, в СНГ, в любом случае это выглядит как грязь, какая-то грязная голова, и непонятно, что происходит. Еще вот этот эффект грязной головы получается через определенный промежуток времени. Зависит от чернил, от техники опять-таки, но и от нашей конкретной кожи он может расплываться. У кого-то, например, если неправильные чернила используются, я думал, что они уже используются везде, потому что они доступны, но все равно вот ко мне приходят ребята, которые сделали там в прошлом году, в этом году, у них это начинает зеленеть, синеть, как татуировка. Кто-то хочет сэкономить, вот у меня был тоже... Я сделал большое видео про SMP, и приходят ребята, говорят, вот я тоже сделал, но в 20 раз дешевле, чем ты, чем я. Там сеанс $100 стоил. И я смотрю, а там где-то зеленые пятна, где-то синие пятна. И это через год. То есть оно еще и расплываться даже не стало. А удалить это уже, к сожалению... Да, еще, кстати, вот такая манипуляция проводится. Говорят сами трихопигментологи, не волнуйся, если что, удалишь. Лазером. Лазером. Не удалишь? Технически удалить можно, но первое, я удалял себе вот на шраме, я делал такую, мне вот бровист закрывал, это было очень больно. И это первый момент, и это только маленький кусочек, а тут вся голова. Второй момент, если у тебя есть остатки волос, так ты поудаляешь и все оставшиеся волосы лазером. Третий момент, когда ты воздействуешь на свою кожу, ты все равно воздействуешь на качество своей кожи. У тебя могут образоваться также рубцы, рубцовая ткань на голове. И ты представь, у тебя не маленький кусочек, у тебя вся голова. То есть получается, что вот эти трихопигментологи говорят, что да если что, удалишь. То есть вроде бы они как будто бы не врут, но или они настолько непрофессионалы, или они изначально понимают, что они человека толкают на уродство. То есть если оно не понравится, ну, технически можно удалить? Можно. Ну, то есть, но какой ценой? Поэтому не рекомендую, будьте очень аккуратны по поводу трихопигментации SMP. И для женщины оно часто не подходит, потому что, вот, например, ну, сделала ты трихопигментацию, да, покрасила волосы в белый, а у тебя вот эта вот грязь под волосами, эффект грязи. Некрасиво. И как ты удалять потом тоже будешь? Но это опять же к тому вопросу, что не делать пересадку, а сделать мезо или сделать трихопигментацию. А это же все разное. Но я к тому, что страшно делать пересадку, проще, знаешь, как будто бы либо как-то прикрыть, либо как-то не копнуть поглубже. SMP я точно не рекомендую для женщин. Ну, я прям не вижу тех смыслов, если только женщина реально лысая и хочет быть лысой. Очень супер редкий случай. Система волос – самое офигенное Вот, средство. можно мне рассказать про... Естественно, я не понимаю... Их носит куча людей, у которых нет вообще никаких проблем с волосами. И как это вообще работает?
Смотри, они бывают, это как парики нового поколения, только они с качественными волосами, их можно любые волосы выбирать, где-то погуще, где-то там поменьше, например, здесь более тонкие волосы, можно волнистые волосы любых цветов. Почему я сделал себе пересадку, у меня система волос, у меня еще и трихопигментация, и мне нравится, я обожаю систему, потому что, мне нравится, как использовать мои волосы как аксессуар. То есть у меня поменялось настроение, я не знаю, видел это или нет, у меня есть волнистые волосы. То есть мне захотелось, я такие сделал, потом белые волосы. Надоело, все побрил, у меня лысая голова с SMP. Для женщин, мне кажется, это вообще просто офигенная штука. Ну вот у тебя же только верхняя вот эта часть, Они правильно? бывают разные. А как я просто не понимаю, как это работает, то есть это какой-то парик, который он приклеивается? Смотри, они бывают разные. Есть, ты же знаешь, вот женщины добавляют, как это называется, наращивание волос. Наращивание волос, я понимаю. Прикрепляются к твоим собственным волосам, да? Капсулы, да. Но они отягощают твои волосы, кстати, тоже один из способов потерять свои собственные волосы, да, потому что это отягощение и так далее. Тоже зависит от здоровья твоих собственных волос. Такое долго носить нельзя. Есть системы, вот, например, для женщин и для мужчин они разные. То есть вот есть же для женщин, у которых, например, лысеют, и можно побрить свою голову, и они клеются. Они клеятся, причем они могут на часть головы есть полностью на всю голову, например, женщины, которые после химической терапии, да, то есть, мужчины, кстати говоря, то есть есть полные. Чаще женщины все-таки используют, они не хотят брить свои волосы, то есть у них остаются волосы, они их, актеры многие, Киркоров, он же лысый, там, и у него все это системы. Офигенно выглядит, офигенно. Тоже зависимость, но он выбирает себе такой прям да. А можно выбирать более натуральные, естественные, которые вообще незаметны. Я вот сейчас, видишь, тут синим, наоборот, сделал. То есть мне нравится экспериментировать. То есть там такой, как седой какой-то эффект. Можно экспериментировать, делать что угодно. И женщины, они собирают и... Вот как актрисы, может быть, ты видела. Кстати говоря, все актеры в фильмах, у них же тоже система у всех. Я имею в виду у персонажей. Я поняла, чтобы создать персонаж, то есть у него как определенные там и усы, и бровь, то есть и там это создается вот именно системой, просто качественными. Допустим, у меня там какие-то полуоблысевшая голова, я хочу носить систему волос. Мне не обязательно их сбривать, Нет. я просто, то есть я убираю свои волосы куда-то, Да. под шапочку. Да, есть там, по-моему, если я не ошибаюсь, у женщин, да, что-то типа как шапочка, причем они тоже разные бывают, есть же дышащие, то есть это не как плавательная шапочка, что это там теплица и жизнь развивается. Они проклеиваются, вот, например, кто хочет, например, уменьшить себе лоб, очень офигенно подходит, то есть они абсолютно не видны, они проклеиваются, то есть они поклеиваются только вот здесь, то есть на лбу, а здесь это все вот так вот прячется и выглядит просто офигенно. Афроамериканки, вот я видел, латиноамериканки тоже часто используют, офигенно выглядит. Суть в том, что ты можешь менять свой стиль как угодно, что угодно. То есть у тебя проблем с волосами нет, у тебя выглядит все очень хорошо. Но ты получаешь какой-то бонус, которого нет у других. То есть ты там поносила неделю или там день, или сколько тебе захотелось, какой-то стиль, который ты всегда мечтала, и ты не знаешь, тебе подойдет он или не подойдет. А так ты поносила, думаешь, круто. И, кстати говоря, после этого уже можно решить, а вот хочу я такую прическу сделать или нет. И сделала уже на своих волосах. У меня есть несколько друзей, которые мне сказал: слушай, давай, если тебе хватает смелости, потому что, мужчин, ты понимаешь, это парик, ля-ля-ля. Ну да. Мы можем, ты можешь поносить систему, а потом решить, надо тебе пересадка или нет. Они носили систему, говорят, офигенно, вот и вот такие прически. То есть можно уже прикинуть приблизительно, что тебе нравится, а потом, если тебе хватает донорского материала, сделать себе пересадку волос. Еще в чем плюс системы огромный, ты не трогаешь свою донорскую зону, у тебя все волосы остаются. То есть ты ее... Потому что если у тебя большая аллопеция, и ты используешь донорскую зону, она тоже становится редкой, и создается такое ощущение, как будто, что-то с человеком может больной или что-то такое. Знаешь, вот когда редкие волосы вот здесь. Да. То есть мы, люди, анализируем подсознательно уже. То есть если что-то не так, или вот неестественная пересадка, там вот это торчками, мы такие смотрим, а что-то с ним не так, а что с ним не так, непонятно, наверное, болен чем-то. Ну да, я поняла. Хорошо, но вот как это ощущается? То есть...
Ну, на длинных волосах мне сложно сказать, я могу сказать только за себя, но я брею голову. То есть я здесь вот выбриваю вообще. Я вспоминаю об этом только когда мне нужно переклеивать. Я ее вообще не чувствую. То есть тут еще просто нужно выбирать качественную. Есть же вот куча, на Алиэкспрессе я заказывал, но там такие вот для экспериментов, там они могут быть и зеленеть волосы, я имею в виду оттенок, и они не очень комфортные, но это у меня что было. Может быть, уже там можно что-то найти, надо просто искать и выискивать. И я вот все эти годы я выискивал для себя тех поставщиков, которые делают качество, которые мне нравятся. И сейчас у меня, например, ребята то же самое. Некоторые даже после пересадки хотят попробовать. Некоторые переходят от пересадки к системе. Кто-то после пересадки идут, точнее, от системы идут к пересадке. У каждого свое, и тут тоже надо выбрать хорошее, чтобы она тебе понравилась. И я ее не ощущаю. Она супер легкая, она здесь на сеточке, она дышит все. Я ее не проклею по всей голове, я проклею только по контуру. То есть здесь у меня все, и она крепкая, и по душам, и голову я мою, все как обычно. В баню, конечно, не сходишь, потому что она начинает клей раскисать, и вот, наверное, единственное. Ну и супер горячие ванны слишком долго тоже не полежишь. Она тоже пот начинает выделяться, и начинает клей раскисать. Понятно. То есть, система волос – это условная альтернатива пересадке, просто эстетически. Это самый дешевый, самый простой и самый быстрый способ получить сразу офигенные волосы. А вот какие есть мифы о женском облысении? Мифы? Я не знаю, моя же задача как раз-таки развеивать мифы. Это надо прям посмотреть. Мне так в голову ничего не приходит. В общем, убирайте в долгий ящик никотиновую кислоту, выкидывайте хозяйственное мыло и идите сдавайте анализы. Как минимум. Как минимум. Аминь. А то будете вот как он. Просто гладенький. С ушами. А тебе нравятся, кстати, лысые мужчины? Да. Лысые с залысинами или лысые бритые? Лысые бритые. Лысые бритые. Я долгое время только с длинноволосыми встречалась. Вот прям вот такие волосы, рокеры. Потом мне понравились бритые. А сейчас так вот. Это тоже одна из проблем, кстати говоря. Об этом мы поговорим, если будет интересно, в другом выпуске. Вот у людей, которые носят мужчины, я имею в виду, длинные волосы, у них, как правило, есть определенный паттерн выпадения волос. Он не андрогенный, не генетический. Есть особый паттерн выпадения волос и определенная беда тех мужчин, которые долго носят длинные волосы. Кстати, есть такие и известные футболисты, то же самое. То есть ты смотришь, класс, у нее там длинные волосы, а он вот этот свой, все это Чиполлино. А там озеро в лесу. А там не то, что озеро, там больше ничего нет, кроме вот этой вот полосочки. Некоторые доктора даже сделают себе пересадки такие тоже, когда не хватает донорского материала, чтобы все это в хвост, и все это скрывается. И Берлускони, кстати говоря. Ладно, это отдельная тема. Да. Если будет интересно, запишем отдельно и поговорим на эту тему. Пишите комментарии, подписывайтесь, не переключайтесь.